На окраине маленького пригорода жил мальчик по имени Тимми. Ему было всего 5 лет, но в его сердце уже было место для великой доброты. Каждый день он играл на заднем дворе своего дома, окруженного высоким металлическим забором, за которым проходила пешеходная дорожка и тянулись клумбы соседей. Через дорогу жила немецкая овчарка по кличке Рекс. Большой, строгий с виду пес, которого взрослые сторонились, а дети побаивались. Но Тимми никогда не боялся. Он подмечал, как у собаки дрожат уши, когда она слышит шаги хозяина, и как замирает она в тени не из угрозы, а от одиночества. Иногда он оставлял под забором сухарики или яблочные дольки, наблюдая издали, как Рекс осторожно их забирает. Однажды утром тишину района пронзил глухой лай. Не злобный, не угрожающий, а тревожный, испуганный. Тимми выглянул из окна и увидел, голова Рекса застряла между прутьев ворот. Его мощная морда беспомощно сжималась, язык высунут, глаза бегают, паника. Металл впивался в шею, собака билась, пытаясь вырваться, но безуспешно. Никого рядом не было. Взрослые были на работе. Улица безмолвствовала. Тимми выбежал на улицу босиком. Он подошел к собаке медленно, неся в руках свое одеяло. Сначала накрыл глаза Рекса, чтобы тот не пугался. Затем сел рядом и начал говорить шепотом. Он не знал, что сказать, просто шептал, как мама шепчет ночью, когда страшно. Через несколько минут он побежал домой и принес вазелин и бутылку воды. Аккуратно, с детской тщательностью, он смазывал ворота и шею Рекса, утирая слезы с его морды рукавом своей пижамы. Он не останавливался, хотя руки дрожали. Понадобилось почти полчаса, чтобы собака смогла медленно выскользнуть из ловушки. Когда это случилось, она не убежала. Она легла у ног мальчика, положив голову ему на колени. Они сидели так долго, пока наконец не прибежала соседка, вызванная случайным прохожим. Когда взрослые узнали, что произошло, они замолчали. Никто не ожидал, что ребенок сделает то, на что многие бы не решились. Ветеринар сказал, что если бы Тимми не помог, Рекс мог бы погибнуть от удушья. С тех пор пес и мальчик стали неразлучны. Там, где был Тимми, был Рекс. Они шли вместе в магазин, гуляли в парке, сидели у калитки по вечерам. И каждый раз, когда кто-то вспоминал ту историю, глаза наполнялись слезами. Не от страха, а от того, насколько храбрым может быть сердце маленького человека, если оно полно любви. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.